Всем привет, друзья! Дима Даниэль. Сейчас Ашкелон, Израиль, не Скалска, Болгария. Прилетел на несколько дней в Израиль по некоторым своим медицинским делам. Друзья мои, в Израиль встретил, естественно, прекрасной солнечной погодой, дождей нет. И где-то плюс 15. Ну, надо быстренько сделать дела и вернуться обратно в Скалско. Потому что, по большому счету, что меня здесь держит? Да, естественно, дети, естественно, друзья, естественно, внук. Со всеми быстро повидались. Повидаемся, еще успеем и обратно вернемся домой. И сделаем, конечно, свои дела. Благо, как я и говорила, сейчас очень дешевые билеты, можно летать без чемоданов, лоукостами. Время хорошее, выбрано правильно, и полет $55 без багажа туда и обратно достаточно радует для решения своих каких-то личных дел. И, в принципе, просто слетать можно за такие деньги. Друзья, опять же, очень много вопросов от моих подписчиков, которые уже приняли некоторые решения по переезду в Болгарию, но которые еще абсолютно не знают, как этот переезд правильно осуществить, что сделать и как, из чего начать. Соответственно, задаются вопросы, и хочется дать ответы по своему некоторому немаленькому и уже достаточно большому опыту, вообще с чего, как начать и как искать недвижимость в Болгарии. Как купить правильно недвижимость в Болгарии. Мы сейчас не говорим про объект недвижимости. Мы сейчас не будем говорить про цены. Мы просто обсуждаем. И я всегда рассказываю, как бы я поступил и что бы я сделал на вашем месте. А вы уже, исходя из этого, решайте, естественно, сами. Самое главное, друзья, что реально особо слушать рекомендации, советы и идти четко по ним не всегда нужно. Потому что это на самом деле ваш выбор, это ваш путь. И послушайте, подумайте, оцените, прокрутите ситуацию и обязательно поступите по-своему. Моя цель лишь рассказать, как бы я видел вот это начало. Потому что люди, достаточно не понимают вообще, многие вообще не понимают. Они слышат Болгарию, они были в Болгарии 1, 2 или вообще не были, или были в Болгарии. По воспоминаниям, я был в Болгарии, а когда ты был? Когда я был в 98 году, в 87 году, на Солнечном берегу и Золотых Песках. Друзья мои, вот просто полностью забудьте о том, когда вы раньше были в Болгарии. Просто забудьте, это вам будет мешать. Не вспоминайте, что было 20 лет назад, 28 лет назад или 12 лет назад. Ситуация резко изменилась, это другая Болгария, это другой мир сейчас. И поэтому нужно делать то, что вообще сейчас. Потому что мир очень меняется. Правила жизни в этом мире, правила игры во всех случаях, они уже давным-давно поменены. И поэтому нужно идти сегодня. Итак, самое главное. Вы приняли решение, семейный совет и выбрали регион. Итак, самое главное, первое. Регион выбран. Что дальше делать? Какие дальнейшие пути, с чего вообще начать? Есть несколько вариантов, по которым так и надо идти. Первый вариант, естественно, друзья мои, это интернет. Интернет. Все просто. С моей стороны все просто, с вашей не знаю. Что надо сделать? Проще всего в Гугле вбить «Купить дом в Болгарии в таком-то регионе». Купить дом в Болгарии в регионе Варна. Купить дом в Болгарии в Бургасе. Купить недвижимость в Болгарии, поисковые запросы, и на эти запросы вам будет выходить большое количество сайтов риэлторских в Болгарии. Опять же, друзья, старайтесь смотреть сайты, которые не на русском языке. Это первое правило. Не на русском и не на английском. Потому что сайты, которые уже заточены на русский язык, естественно, там уже информация, она немножко следующая. Мне пишут: Дима, накидай сайты по болгарской недвижимости. Что значит накидай сайты? Друзья мои, забейте в Google. Просто забейте в Google и начните смотреть. Это первое начало, которое, вот как это и я делал в свое время. Сайт недвижимости. Я захожу в Google, пишу купить апартаменты в Поморье. Замечательно.
Вам открывается сайт, вам выходит куча предложений по объектам в Поморье или в другом месте. Начинайте это смотреть. И теперь начинается самое интересное, друзья. То, что вы смотрите на этих сайтах объекты, и вы, в принципе, на самом деле ничего в этих объектах вы не понимаете. Вы смотрите дом такой-то, участок такой-то, там 12-18 фотографий и цена. Нравится вам эта цена? Что вы в ней понимаете? Да, в принципе, ничего. И вы начинаете листать. Листаете, ой, понравилось, зашли, отметили. Что дальше? Вам понравился объект. Что делать дальше? Делать дальше? Ну, надо писать риэлтору. Вы под этим объявлением упорно пишете, там, мне понравилось, свяжитесь со мной, или взяли телефоны, а вы думаете, что вам ответят? По моему опыту общения с болгарскими риэлторами, ну, вот как у меня было в самом начале, я то же самое, я сидел, писал, смотрел YouTube, писал. Ну, ко мне там несколько человек вернулись, вы понимаете? Несколько, буквально. А что такое болгарские риэлторы? Друзья, болгарские риэлторы, они немножко другие риэлторы, чем в других странах. Потому что они по-другому смотрят. Они думают, что если вы заинтересовались, значит вы уже купили. И в этот момент они начинают считать деньги, которые они еще не заработали, но они уверены, что вы с Израиля, вы с Канады, вы с Германии, и вы из Америки, из разных таких богатых стран. О, все, они заплатят. Они помнят еще времена в Болгарии, когда в 2008, 2005, 2011 году англичане, у которых имеется огромное количество недвижимости в Болгарии, англичане просто все скупали. И если объект стоил 20 тысяч евро, то этот объект продавался болгарину за 38 тысяч евро. Ой, англичанину, вы понимаете? И они все это помнят, они ленивы. Они думают, что все вернется, когда они гребли деньги лопатами, ничего не делали и просто тупо заключали сделки, подписывая быстрее. Сейчас все изменилось, рынок совсем другой. Но болгарские риэлторы не все приспособились, не все смогли сделать такую перезагрузку. Поэтому они уверены, что нужно вам больше, чем нужно им продать. Вам нужно купить, им нужно продать. Но они не будут спешить. По последним моим... ну, почему я так уверен? Да потому что, друзья, я пока за 8 месяцев 3 раза обращался в риэлторские конторы, когда я просто просматривал объекты недвижимости для своих друзей, которые просили меня найти что-то в районе Габрово-Скалска. Ну вот пример, давайте, я открываю, давайте смотреть вместе, давайте сделаем такую некую симуляцию. Забейте, пожалуйста, в Google на русском языке запрос «Купить дом в регионе Габрово-Скалску» на русском языке. И вы увидите предложение, которое на сегодняшний день присутствует в продаже в Скалску, в моей деревне, где у нас дом. Прекрасно. Вот так это делается. Тут недавно в Скалско, недавно он продается какой-то домик 12,5 тысяч евро. Я прекрасно знаю, что это за объект, я его видел. Денег этих он, ну, никак не стоит. Но я хотел его посмотреть вместе с риэлтором. Что я сделал? Опять в сайте нашел телефон, там пролистал ленточку, риэлтор такой-то, Николай такой-то, номер телефона. Я звоню. Говорю, здравствуйте, там на ломаном болгарском, меня интересует объект Скалска. Он говорит, да, здорово, прекрасно. Когда вы хотите посмотреть? Я говорю, да мне без разницы, когда, завтра, послезавтра, когда вам удобно. Все замечательно, все, телефон записан, я вам звоню. Нет, он даже не позвонил, ребят, ни ответа, ни привета. О чем это говорит? Не знаю. Хочет он продать? Да я не знаю. Вот эта тенденция. Далее, в Габрово есть самое большое сеть агентства «Регент» недвижимости. Вы также можете зайти в Google и забить агентство «Регент», Габрово, не знаю, другие города. Куча агентов, все такие красивые, рекламы, все хорошо. 4 письма, друзья, я им написал, что я хочу встретиться, что мне нужна недвижимость, что я из Израиля. Я написал 4 письма, дал номер телефона и дал номер 2 своих электронных почт. Что, вернулись ко мне кто-то? Да никто ко мне не вернулся, даже не перезвонил, даже не ответил. А как они работают? Вот как искать? Вот объясните мне, если уже вот здесь они даже не хотят отвечать, многие. Я в шоке, я просто в шоке, ребят. Но, поняв болгарскую действительность, нужно понять,
Вам не перезванивают, не отвечают не потому, что вас не уважают или еще что-то. Просто такой стиль работы. Крупных агентств, многих. Ну ничего, есть запросы более важные, я потом отвечу. А вы с другой стороны не понимаете. Вы приехали, вы хотите платить деньги, вы хотите купить. А вам покупку эту осуществить просто тупо не дают, потому что что делать? Вы в непонимании, вы в нервах, не нужно никаких нервов. Здесь, ребят, самое главное это терпение, самое главное это улыбка. И не ждите, чтобы вам вернуться завтра. Очень важно понимать. Немножко переключить свое понимание именно в Болгарии, что напишите еще раз, позвоните. Это первый этап просмотров. Мы сейчас не говорим про покупку, качество недвижимости, что будет дальше, оформление адвоката и нотариуса. Мы об этом не говорим, мы только начинаем. Вот начать нужно с этого. Писать всем и не ждать, что они ответят. Ответили хорошо, начинайте разговаривать. Вот начинаем с агентств много. Я несколько ссылок приложу, друзья мои, хотя зачем прикладывать ссылки? Ну, сделайте сами работу. Зайдите в Google и напишите «Купить квартиру в Бургасе», «Купить дом в Габрово», «Купить апартаменты в Банско». Выйдите на предложение и медленно начинайте их смотреть. Спокойно и медленно. Не отмечая каждую третью, что «Ой, это вы купили». Вы видите пока что только фотографии и предложения. Может быть, эта недвижимость продана давным-давно уже. И что очень часто вероятно, что ту сумму, которую вы видите, она будет не такой. Как только услышат ваш иностранный акцент, она будет просто не такой, а другой. Учитывайте это. Поэтому самое, наверное, вот для начала, самое лучшее, как рекомендации и правила, которые я мог бы вам рекомендовать, попробуйте, чтобы кто-то из Болгарии на болгарском языке мог по этому объекту позвонить. Именно на болгарском. Или если у вас есть друзья в Болгарии, а вы не в Болгарии, попросите их позвонить, чтобы звонок и разговор был на болгарском первый раз. Это не даст им шансов вам сразу зарядить или хотя бы поймать какую-то серьезность. Вот, потому что, когда вы пишете, звоните из другой страны, риэлторы начинают вспоминать прошлые дикие доходы, и сразу идет зарядка какая-то. В основном, друзья, я не обобщаю всех, в основном. Поэтому, когда вы начинаете работать с сайтами, работайте так. Это первый вариант, самый простой, самое начало, который хотя бы сможет дать вам какую-то ориентацию. Дальше будет дальше. Здесь не покупается дом за день. И не покупается дом за 2 недели. Здесь серьезная работа ваших денег, которые вы купите и вложите. Это ответственность, это серьезнейший шаг к будущей жизни. Поэтому очень серьезно, спокойно и без нервов подойдите к этому вот так, как я говорю. Это первый вариант. Второй вариант. Какой у нас есть второй вариант, кроме сайтов недвижимости? Социальные сети, платформы, Facebook, YouTube. Вы смотрите какого-то блогера, вам он нравится, обращаетесь к нему, пишите. Не так много этих блогеров, которые серьезно и правильно занимаются недвижимостью. Их немного. Посмотрите видео. Кто вам понравится, обратитесь к нему. Уж если он делает канал на YouTube, значит, наверное, он серьезный. Честно, на сегодня я могу рекомендовать, вот я этого человека не знаю, есть блог Сергей Грицан, вот по моему мнению, человек достаточно адекватный, и с ним можно работать. Но, опять же, каждый риэлтор работает в своем регионе. Риэлтор, который работает в Варне и Бургасе, он не занимается квартирами в Софии, или в Велинграде, или даже в Габрово. Точнее, он может заняться, но это будет ему невыгодно. Поэтому риэлтора ищите по тому региону, где вы собираетесь покупать. Для этого, ребят, все сегодня открыто. Интернет, Facebook. В Фейсбуке куча групп, русскоговорящие в Варне, в Софии, в Банско, в Велинграде, группы по интересам. Вы просто регистрируетесь в Фейсбуке в этих группах и тупо задаете вопрос. Посоветуйте, порекомендуйте надежного риэлтора в вашем регионе. Вам обязательно порекомендуют. Вам напишут 58 разных постов. Отметите глупости, юмор, сарказм, оскорбления. Не обращайте на это никакого внимания вообще. Фильтруйте то, что вам напишут. Большая вероятность, что вам на самом деле порекомендуют порядочного человека. Дадут вам имя, фамилию и телефон.
это уже что-то, это уже рекомендация. А если еще 3 человека вам дадут это имя одинаковое, то тогда работайте с ним. Репутацию правильного человека, хорошего в Болгарии завоевать непросто. И если уже вам посоветовали несколько разных людей, какого-то одного человека, да, значит, есть в этом что-то. Значит, можно с ним поработать и попробовать. Вот первые 2 варианта, на мой взгляд, которые сегодня дадут вам вот это начало. Google, интернет, поиск. Тот регион ваш, ищите в том регионе. Если вы не определились с местом, а зачем, а как вы будете смотреть? Зачем? Риэлтор же сразу поймет, что вы еще не поняли, и он не будет к вам серьезно относиться по вашему запросу. Потому что, ой, я хочу купить домик в Болгарии, ой, я не знаю где, вот может быть Солнечный берег, а может Бургас, а может быть Монтана, а может быть Банск. А он скажет, что он вообще от меня хочет? Он вообще не знает места. И он просто вам не ответит. В Болгарии такая ситуация. Если болгарин не знает ответ на ваш вопрос, на ваш запрос, скорее всего, он просто не ответит, потому что, ему немножко, он стесняется, то. Здесь нет такой резкости, как в Израиле, там бум-бум-бум-бум, быстро, четко. Вот я приглашаю на оценку какого-то объекта ремонтного специалиста, несколько раз. Он пришел, посмотрел, да, все здорово, я все знаю, я все умею. Я говорю, когда ты мне дашь сметку по стоимости? Через 3 дня, все, забыли. Месяц, 2 недели. Он увидел, понял, что с вас ему много не заработать, что-то ему не понравилось, он вам не ответит. Это нормально абсолютно, что он вам не ответит. Позвоните вы ему еще раз. 2 раза позвоните. Здесь так надо. Здесь вы должны звонить. Вы должны спрашивать. Плохо это или хорошо? Ребят, неважно. Это ментальность. Эта ментальность, ее надо понять. Вы не можете со своим израильским менталитетом приехать в Болгарию, я всех победил, здесь должно быть так, как в Израиле. Нет, здесь будет так, как в Болгарии. Как в Израиле нету. Как в Израиле, это в Израиле. Как в России, как в Украине, там в каждой стране. Идите по ментальности того места, где вы хотите все делать. Вы никого тут не покорите, никого не удивите. И ваши, вот эти израильские, и мои в том числе, вот эти понты, там, я здесь денег плачу, там все. Не надо, здесь это не работает. Здесь в лучшем случае человек отвернется. Да нет, тут нет худшего случая. С вами не будут работать. Просто не будут. Я это заметил, я это понял. Поэтому первый обзор мы сделали. Дальше мы поговорим более глубоко о выборе недвижимости. Но начинать нужно так. Из Израиля. Мы сейчас не говорим ехать, смотреть то, сроки, деньги или цены, или... Мы говорим, как правильно начинать. Вот начните вот так. Первое, Google, интернет, поиск сайтов на болгарском языке. И спокойный просмотр. Но не делайте себе кашу в голове, не забивайте себя миллионом информации. Вам это будет мешать. Спокойно, медленно определились с регионом, смотрим сайты. Параллельно, друзья мои, работайте в социальных сетях. Facebook есть, группы на русском языке полно. А в идеале, ребята, есть группы на болгарском языке. Например, Имоти регион Габрово, Имот Габрово. Имот — это недвижимость по-болгарски. И там есть куча предложений от болгар. Именно от болгар, может быть, от собственников. Смотрите, читайте и проверяйте. Так, это правильно. Хубавден. Привет из Израиля. Шелихам йом наим, говорим шели. And чао-чао. Bye.